Приготовим сегодня традиционный французский десерт на Рождество, и называется он рождественское полено. Всем привет, меня зовут Наталья, и вы на канале Вкусняшки у Наташки. А начну я с приготовления бисквита. И для начала просею муку, крахмал, разрыхлитель и какао. И просеивать я буду 2 раза. Как вы уже поняли, делаю я это для того, чтобы насытить муку кислородом и заодно перемешать все сухие ингредиенты, а также чтобы просеять хорошенько какао. Бисквит я буду готовить из 4 яиц, предварительно разделив белки на желтки. Белки посыпаю солью и взбиваю до устойчивой пены. А сейчас немного расскажу вам об истории. В средние века существовал такой обычай сжигать под Рождество полено. Этот обычай был широко распространен в Англии, Франции, колониях Франции. Сжигание рождественского полена имело сакральный смысл. Огонь домашнего очага считался воплощением солнца, а само пламя символизировало духовное тепло предков. С появлением христианства по территории Европы у разных народов рождественское полено получило религиозный смысл. Французы верят, что Дева Мария заглянет посидеть у огонька, а в Италии горящее полено сбрызгивают водой, символизирующей кровь Христа. Предпочитали сжигать дубовое полено, так как оно медленно прогорало в очаге. Остатки полена и золу собирали, растирали в порошок и рассеивали по полям в течение 12 ночей, что, как предполагали, должно было способствовать росту хлебов. Пепел считали панацеей от бед и недугов. Чтобы защитить скот от болезней, рассыпали пепел в хлеву. По одним верованиям пепел спасал курятники от лис, а людей от сглаза. Брошенный в колодец, он помогал от змей и сплетен. Считалось важным, чтобы у всех, кто участвует в процессе поджигания нового полена, были чистые руки. Постепенно традиция сжигания полена отмирала, хотя и сегодня в домах, имеющих камины, ее придерживаются. Но большинство французов украшают свой стол маленьким макетом рождественского полена и оформляют в виде рождественского полена некоторые блюда. Так что в наши дни бюш де Ноэль – это праздничный шоколадный рулет, украшенный сахарными фигурками и листьями. Кто и когда его придумал, точно неизвестно. По одной версии, это был кондитер из Сен-Жермен-де-Пре, и произошло это примерно в 1834 году. По другой версии, родиной угощения является Лион. Лион – гастрономическая столица Франции. По третьей версии, первым испек знаменитый рулет Пьер Лакам, придворный кондитер князя Монако. В наше время особое значение хозяюшки уделяют декору десерта, стараются проявить все свое мастерство. Внешний рулет должен быть похож на настоящее полено. Для этого его покрывают шоколадной глазурью, украшают веточками, листочками, ягодами, создают имитацию древесной коры. И традиционно полено слегка присыпают сахарной пудрой, как будто его припорошило снегом. Хочу обратить ваше внимание, как я скручиваю сразу горячий рулет, только выняла его из духовки. Не снимаю снизу кондитерскую бумагу, ложу на полотенце и закручиваю. Стараюсь закрутить как можно плотнее. И оставляю его в полотенце до полного остывания. Таким образом рулет у нас никогда не будет растресканным. Венчики для миксера у меня лежали в морозилке 15 минут, они заиндевевшие. И сейчас я взбиваю сливки жирностью 30%. У меня сливки уже с сахаром, поэтому сахар я не буду добавлять. Взбиваю до мягких пиков. Маскарпоне слегка разминаю в тарелке и добавляю во взбитые сливки. Перемешиваю миксером, но главное не перебить. В видео не вошло приготовление масляного крема, но это не страшно. Дело в том, что сегодня на рождественском полене можно увидеть небывалые, просто искусные композиции с различными фигурками Санта-Клауса, оленями, эльфами, гномами. Здесь фантазия только ваша. Не ограничивайте себя. Я пропитала бисквит смородиновым вареньем, слегка разведенным с водой. Сразу обрезаю бисквит по бокам, и край, который у меня будет снаружи, обрезаю под углом 45 градусов. Наношу крем, не доходя где-то сантиметров 10 до края. Сглаживаю лопаткой слой крема, разворачиваю бисквит и аккуратненько закручиваю в рулет. Стараюсь закрутить как можно плотнее. И как вы можете убедиться, на рулете нет ни единой трещины. Замазываю край рулета кремом, который выдавливается с боков, заворачиваю плотно в кондитерскую бумагу и ставлю в холодильник. Рулет у меня простоял в холодильнике ночь, отстоялся, и я отрезаю таких 2 кусочка. Это будут наши пеньки.
Обмазываю масляным кремом, приклеиваю спиленные веточки и посыпаю сахарной пудрой. И украшаю смородиной. И вот такая красота у нас получается. Отправляю торт в холодильник. Приятного аппетита!